Друзья, привет! Сегодня я покажу вам, как дядя Женя накосячил. Кстати, данная ошибка влетела ему в копеечку. Это квартира-студия, и я продолжаю делать в ней ремонт. Сделанная мной стяжка пола спустя некоторое время претерпела большие изменения. И все благодаря легкомысленности. Чуть позже расскажу, с чем это связано. Для тех, кто впервые на моем канале и не смотрел предыдущие ролики. В квартире застройщиком была сделана полусухая стяжка. Были значительные перепады плоскости, в связи с чем такая поверхность не подходила под укладку ламината. Под укладку кварцвинила тем более. Визуально стяжка была неплохая, без трещин, просадок и других недостатков. В общем, решила ее оставить и сделать сверху тонкий слой грубым равнителем. Толщина слоя равнителя составила 1,5 см. Для лучшей адгезии перед укладкой тонкой стяжки был сделан контактный слой из плиточного клея. В период набора прочности стяжка периодически увлажнялась и была накрыта пленкой. Под пленкой она была от 4 до 6 месяцев, точно уже не помню. Когда пленка была снята, меня ждал большой сюрприз. Как вы можете наблюдать, плоскость стяжки достаточно сильно деформирована. В местах установки маяков появились трещины. Маяки словно выдавило из нее, а ее уровень стал выше уровня стяжки в прихожей, причем перепад неравномерный. Трещины появились не только в местах маяков, но была и одна достаточно длинная трещина по центру комнаты. По центру стяжка треснула полностью от стены до стены. Также трещины появились в предположительно в местах прокладки кабеля. Кабель застройщик уложил под стяжку. В местах всех трещин образовались бугры. Вот здесь явно идет кабель в трубе, потому что он идет так полукругом. Вот так вот заворачивает. Здесь шишка. Ну тут, в общем-то, везде шишка. Тут и где кабель идет шишка, и на пересечении везде шишка. Вот он идет. Тут, наверное, тоже шишка у нас. Да, тут у нас шишка. Вот он идет и сюда. Это, скорее всего, вентилятор, потому что вот там вот вентиляционное отверстие, такое же у соседа внизу. То есть, скорее всего, это кабель соседского вентилятора. Вот здесь, конечно, пол осел. Это вообще кошмар. Там сантиметр, можно сказать. То есть стяжку всю переколбасило просто. Просто всю стяжку, поломало в хлам. Приступаю к демонтажу. Вообще, друзья, попадос конкретный. Как я себя только не называл. Дебил — это самое ласковое, что вылетело у меня изо рта. Главное, что нормы знаю. Тем не менее, решил попробовать. Экспериментатор конченый. Хорошо еще для себя делал. Хотя, что здесь хорошего? Ладно, ломаем это недоразумение. По ходу буду показывать, как устроена стяжка от застройщика и что с ней в итоге произошло. Стяжка ломается без особых проблем. Мусор в мешки складывать сложнее. Раздербанить ее перфоратором было бы куда быстрее, но бабуля-соседка слезно просила меня поменьше шуметь. Так что все делаю ручками. До сих пор интересуют пропорции стяжки от застройщика. Такое впечатление, что песка в ней примерно 5 к 1 относительно цемента. Прочность стяжки по тактильным ощущениям и до М100 с трудом дотягивает. Сомнения после выравнивания данной стяжки начали закрадываться еще при демонтаже стяжки в санузле и прихожей. Демонтировал я ее после. Конечно, нужно было сначала демонтировать стяжку в санузле, посмотрев, что она из себя представляет, и только потом принимать решение по стяжке в комнате. Но, видимо, моя голова в тот момент соображала плохо. Так, расковырял я здесь участочек. Что у нас здесь находится? Находится у нас под стяжкой вот пока что 2 кабеля. Один кабель идет у нас на плиту, один кабель у нас идет на вентилятор, на соседский. То есть это соседский провод. Причем на плиту идет кабель 3х6, они его засунули в 20-ю трубу, а к вентилятору идет кабель 3 на 1,5. Ну, как
по санузлу я сужу, они его засунули в 25-ю трубу. Непонятно, чем они руководствовались. Ну ладно, это не суть. В общем, толщина стяжки над кабелем 2 сантиметра. Там ближе к вентиляционной шахте толщина стяжки была 3 сантиметра, а над кабелем была толщина сантиметр всего. Кстати, где-то здесь был кусочек. Вот. Вот стяжка от застройщика и новая стяжка. Новая стяжка у нас получается так. Новая стяжка у нас получается 18 миллиметров, а стяжка от застройщика, вот здесь кабель проходил, она получается сантиметр. А по снипу над кабелем, вообще над трубами, над кабелем стяжка должна быть минимум 4,5 сантиметра. То есть это первое нарушение. Вот. Ну и сама стяжка от застройщика, не знаю, где взять кусок, показать. Вот она ломается, она настолько непрочная, она, по-моему, даже мягче, чем газобетон. То есть совершенно. Вот этот, кстати, кусок нормально. Но она местами попрочнее, местами вообще настолько рыхлая, что совсем никуда не годится. Кстати, сцепление новой и старой стяжки очень хорошо получилось. Делал я ее с помощью, контактный слой наносил клеем плиточным. Вот. Сцепление получилось просто замечательное. То есть, вот я разбиваю, разбивается стяжка от застройщика полусухая. То есть вот этот вот стык, он остается целый, стык двух стяжек. А это порог с прихожей. Видите, как стяжка приподнялась? Подложка из вспененного полиэтилена совершенно не прижата к перекрытию. Плоскость стяжки между маяками выгнула корытом, как вдоль, так и поперек. Выгнула везде по-разному. В среднем перепад составляет 5-7 мм, что достаточно много. Теперь о причинах. Основная причина в том, что я дебил. Тут, как говорится, не поспоришь. А если серьезно, то основание всегда должно быть прочнее состава, который на нее наносится. Или хотя бы такой же прочности. Это правило. Прочность тонкого слоя равнителя, который был уложен на полусухую стяжку, равен 20 мегапаскалей. Прочность полусухой стяжки от застройщика, как я уже ранее сказал, остается загадкой, но точно не дотягивает и до половины прочности равнителя. В итоге из-за возникшего напряжения от усадки верхний, более прочный слой начал ломать рыхлую стяжку. И из-за отсутствия сцепления рыхлой и слабой стяжки с основанием тонкий слой равнителя выгнуло вместе с основной стяжкой, сломав ее в наиболее слабых местах. Слабыми местами являлись места с проложенным под стяжкой кабеля. Также в местах маяков сломался и равнитель. Сломался он тоже по причине возникшего напряжения из-за отсутствия связи под маяками. И как вы поняли, стяжку от застройщика под маяками он тоже сломал по причине все того же напряжения. Теперь кратко. Слой равнителя тонкий, деформация при его усадке значительная, сильнее, чем у толстослойных вариантов. Основание под ним слабое. Вот итог.
Это сравнимо с тем, если бы я уложил плавающую стяжку толщиной 1,5-2 см. Не зря рекомендуемая толщина плавающей стяжки 50 мм и более. Друзья, не повторяйте мою ошибку, это дорого. В конце ролика напишу свои потери. В следующем видео покажу устройство новой стяжки в данной комнате. Да, опять стяжка. Пока крайняя. Попробую вывести ее в идеал. Появились мысли про идеальную поверхность без использования равнителя и протяжки клеем. Моя спина против, но кто ее спрашивает. Оцените, пожалуйста, этот видеоролик. Надеюсь, он был для вас полезен. Обязательно задавайте вопросы в комментариях. Возможно, я что-то упустил. Подписывайтесь на канал Балбеса и обязательно смотрите продолжение.